Друзья мои, с огромным удовольствием хочу пригласить нашего гостя. Это эксперт в удивительной науке. Это сомнолог. Давайте ему поаплодируем. Господин сомнолог. Сомнолог. Это научно. Это человек, который всегда специфика. Сомневается? Нет, это человек, который знает все. Марго, я сомневаюсь, что ты правильно. Присаживайся, пожалуйста, Антон. Доброй ночи. Сомнолог. В первую очередь. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как день, так и поспите. Ой, хорошо было бы. Мы вот, собственно, хорошо провели день. Можете присаживаться, конечно. Собственно, мы бы хотели, знаете, для начала рассказать вам, вот как каждый из нас просыпается, чтобы вы сразу дали нам какую-то такую экспертную оценку, правильно ли мы это делаем. Вот я, например, особенно в последнее время, начал специально, я там установил себе программу на мобильный телефон, которая измеряет мои вот эти вот какие-то там ритмы сна, и начинает тихонечко позванивать за полчаса до того момента, когда я хочу проснуться. Да, так вот мягенько забирая меня из объятий Морфея. Вот я так просыпаюсь в последнее время. Леш, ты? У меня так получается, к сожалению, что я поздно ложусь постоянно. Все время просыпаю и резко подрываюсь и куда-то бегу сразу в суете. Собрался, убежал и все. Бывает даже... Ну, я не опаздываю, но я просыпаюсь штаны. в последний момент. Все Обувь. это происходит очень быстро, а я знаю, что просыпаться нужно спокойно, наверное. А не в суете. Что, где, когда? Пум, побежал. А у меня все совсем по-другому. Я постоянно переключаю будильник на 10 минут вперед. Постоянно переключаю. В итоге понимаю, что мне через Вот. полчаса нужно выходить, и я не соберусь. Вы Даже понимаете, проблема. девушки собираются. Я его выключаю, так это нет. потом понимаю, что уже все, и быстро. Я, кстати, еще добавлю, я раньше ставил по 5-7 будильников, да, там мне нужно проснуться в 8, а я с 7 часов ставил там через каждые 5 минут, чтобы потихонечку Ребята, замечательно. Не важно, как вы встаете, самое важное, как вы легли и как вы выспались. Вот в этом весь парадокс. А сколько должен длиться А вы здоровый нет, сон? хорошо, Всё-таки? а вы вытягиваете сна как-то нужно, верно, Я правильно, благодарен вашей резко передаче. там, эй! Благодаря вашей передаче, потому что культура сна, к сожалению, у нас, как и культура отдыха, не распространена. Вакуум. Надо научиться спать. С детского сада в Германии сегодня обучают малышей уже как надо спать, чтобы они Правильно все родители спать. учили, как правильно спать. Круто. Ну, во-первых, вовремя ложиться. Во-вторых, 8 часов сна. В-третьих, Минимум 8. желательно 8, но ты скажешь в Украине 7, будут спать 6. Мы уже скажем 8, будет Что спать вы 7 спали плюс 1. Обязательно дневной сон. Японцы давно вышли на рекорд, одни из первых поставили комнаты сна на предприятиях. То есть можно во время работы пойти поспать минут 40, час. Эффективность, работоспособность увеличится в 2 раза. Вот то, что говорят, ничего в себе. рабочее время можно 15 минут как-то там покемарить, и Подремать. оно помогает. Да, Это реально правда? Правда. Вовремя ложиться. Самый главный секрет сомнолога, который стоит миллион. Вот вырастите, заработаете миллион, 1%. Так на вы уже ассоциацию нам медицины даете сна. этот секрет. Даю секрет. Давайте. С 10 часов вечера и до 6. Но в Это 10 уже самый спать. Самый здоровый Самый сон. здоровый сон начинается с 10 до 12. И только в этот момент вырабатывается гормон счастья, гормон мелатонин. Класс. Только здесь детишки и растут в этот момент очень грамотно. Но важно не просто лечь в 10, а глубоко нырнуть. Все мысли, телевизор, телефоны, дела, проблемы, экзамены, все в сторону и в 10 спать. А Тогда вы все днем успеете. Сразу, если что, вопрос. А можно ли специально ложиться в 10 и в 12 часов ночи просыпаться? Ты же как бы получил эти 2 часа самого эффективного сна. И нормально дальше Научный пошел ответ трудиться. тогда будет так, кратно 4 часа. Вот на флоте есть вахты 4 через 4, 8 через 4, 4 часа. Все, когда собираются в командировку поехать, я там встану 5 часов посплю и потом поеду. Нет, лучше 4 часа. Не 5-6, а 4. Тогда вы бодрым поедете. Если 5-6 будет сонливость. И самое главное, еще раз повторяю, не только лечь, а и заснуть. Очень важный момент, кто рядышком спит. Нет ли храпуна рядышком? Если рядышком кто-то храпит, А если я то вы сам не спите. такой себе храпун? Ну ты ж не О, слышишь. тогда сегодня есть в Украине возможность и диагностировать, и лечить. И храп, и И остановка что, лечится дыхания. на самом деле? Лечится успешно. Но, достаточно это успешно. есть, в этом есть какая-то проблема? Проблема Ну, в- одна. Синдром хронической усталости, синдром хронического недосыпания, и отсюда начинают рушиться все системы в организме. В первую очередь давление, ритм, сахарный диабет, лишний вес, импотенция. Красота, сексуальность далеко уходит, морщины рано появляются, старость быстро наступает. Поэтому желательно не храпеть. Диагностироваться, высыпаться. Ничего себе. Да, храп это одна из главных проблем ночных. Как это от сна
когда ты, ну, хотя бы чуть-чуть отдыхаешь, и это, ну, там, не доспал чуток, и уже и импотенция, и... Когда человек храпит, он не спит. 4 фазы сна существует. Если человек храпит, он спит только поверхностными фазами. Храпанул, проснулся, храпанул, проснулся. И от этого нет глубокого погружения и образования гормона мелатонина. И так через 5-6 лет, мальчик у нас 25 лет, ночная работа, программисты, компьютерщики, айтишники, ночная работа с американцами. Накапливается. 217 килограмм в 25 лет. С 20 Жесть. лет он наработал такой вес. Но при нормализации сна, без диет, только бассейн, подвижный образ жизни и не подъедал после 19. 72 килограмма он сегодня сделал. Ну а что делать, если такой образ жизни, что ты не можешь в 10 лечь, встать в 8, можешь только после 2 часов ночи лечь? Что Вахтовый нужно метод работы, делать? действительно, есть вахтовый метод работы, но тогда те дни отсыпаться, когда есть возможность. Человек пришел домой после работы. Даже днем? Уставший. Даже днем можно досыпать. Прям спать по Но 9 темная часов? комната, помещение, чтобы мелатонин вырабатывается в темном месте. Но человек, пришедший домой, должен выспаться. Его начинает нагружать. Помой, постирай, сходи за хлебом, я еще Ну это да. не купил. Дать человеку выспаться. Вахтовый метод работы предусматривает отсыпаться эти дни. И на вахте, к сожалению, есть очень много проблем за рулем. Каждое третье ДТП Из-за недоспания? из-за недосыпания. Каждое третье ДТП. Выпивший, он тоже преступник, но выпивший хоть какую-то реакцию сохраняет, а заснувший лупит так, что Всё. эти катастрофы страшны. Для женщин, беременные женщины храпят, обращать на это внимание. Гипоксия мамы, гипоксия плода, все связано с кислородом. Мы не дышим во сне, если идет храп и остановки дыхания. И отсюда все катастрофы. Мозг стареет быстрее, беременность, невынашивание, женщины по 2-3 детишек, по 4, по 5 часов сна, всего лишь навсего. И отсюда катастрофы, подкрадывается психоневрология, начинаются психиатры, консультации и большие деньги на психоневрологов. В продолжение о психоневрологии этой такой штуки, у нас есть просто подборка некоторых видеозаписей, как, мне кажется, слегка чересчур нервные люди резко просыпаются, а возможно их просто неправильно будят. Мы бы хотели, чтобы вы тоже с нами посмотрели и дали свою оценку происходящим событиям. Мне кажется, от этого можно умереть, разве нет? Чем чревато, если Чревато. тебя... Заикание, стрессы, так можно попасть и в психбольницу, и к эндокринологу, с инфарктом. И вообще можно. Вообще можно, да, Сердце словить не выдержит остановку такого, это сердца. реально очень страшно. Лучше вызывать положительные эмоции. Мягко пошкрябать, почесать, разбудить, поцеловать, улыбнуться, чашечку кофе поднести. Вот это Запах нужно. кофе. Лишних стресса у нас в жизни и так достаточно. Согласен. У меня вопрос. Да. А как уснуть? Вот не привык я ложиться в 10 вечера, не могу я свой организм заставить, хотя вы говорите, это полезно. Как, если я реально хочу переучиться, лечь и вот уснуть именно вот в это время? Как Заблудились отбросить от среди себя? молодежи? Все. Я сова, а я жаворонок. Я Мгм. вот привык так, а я вот... Это привычка от бескультурья. Такого не существует. Я попугайчик и крокодильчик. Значит, как собака Павлова. В 10, да, петух. Я ложусь в 10, в 6 подъем. Ложусь в 10, в 6 подъем. Через 2-3 дня организм к этому привыкает. Хочешь, не хочешь, он начнет засыпать. То есть тупо ложиться в 10, Тупо привыкать. Дальше. а мысли, что с ними? А дневной Всё лезет образ в голову. жизни еще поменять. Поэтому менять физический и умственный труд, умственный на физический, чтобы вечером была легкая усталость. Чтобы вы подползали к подушке, как этот кот Том и Джерри. Помните, когда этот бедный кот уже никакой, заползает в спальню, бумц, увидел подушку Да. и заснул. Вот это состояние должно быть легкой усталости, легкой истомы. А вот контрольный вопрос на засыпку молодежи, нашей, вот нашим супружеским парам, которые приезжают, молодые ребята, барменами работают, ну, ночные работы, сбито все. Я спрашиваю, а когда вы последний раз принимали ванну вдвоем? Такой раз калькулятор, тын-тын-тын-тын-тын-тын, давно. Зачем тогда все это нужно? Научитесь расслабляться перед сном. Кофе не пить, стимуляторы, напитки уже с 6 часов вечера, не напиваться. Алкоголь, передозировка, легкий глоток хорошего сухого вина, пожалуйста, коньяка, хереса, да. Но ночные клубы, гулянки, вот это надо это отменить. такая хорошая физическая разрядка, как секс, помогает перед сном? Обязательно это нужно и мужчинам, и женщинам.
Я, естественно, Обязательно. регулярно, Да, каждый все день мысли перед сном. вылетают, все мысли вылетают, все работа, но главное мобильный телефон не брать с собой, чтобы он Ну да. не звонил. Планшетки, волны. яркий свет планшетки перевозбуждает мозговую деятельность, поэтому заснуть трудно. Хорошо, включили музыку для релакса. Так, кстати, спать с Отработайте, музыкой, насколько это еще? разработайте себе ритуал, традицию, обстановку, ауру, партнер, который не раздражает, который не храпит. Мы открыли синдром рикошета. Ну, Если что храпит теперь со мной один, делать? то второй рядышком не спит. Да. И при этом феномен рикошета, как только начинаем лечить одного от храпа, улучшается сон и здоровье у другой. Мужчина похудел за 30-40, на 30-40 килограмм за год, и жена его похудела на том фоне, что мы его лечили. Жена тоже обрадовалась. Жены счастливы от этого. Ну, хотя и женщины храпят тоже. Детишки маленькие храпят, 90-летние храпят. Вот У этот меня момент... собака подхрапывает. Я не могу понять, из-за коридор. чего храпят. В коридор. Не могу понять, чего храпят. Я, насколько знаю, храпят из-за того, что здесь, там, Нет, что-то там. операции отменяются. Носы, перегородки, небо отрезать, подтягивать золотыми нитями запрещено. Наступает отсутствие выработки мелатонина, приводит к тому, что теряется тонус мышц глотки, и глотка спадает, и человек не дышит. Это первый вид. Второй вид, особенно сейчас в последнее время появится у нас контуженные черепно-мозговые травмы, инсультные пациенты, депрессии, энцефалитная инфекция, которые мозг забывает, вызывается центральное апноэ, мозг забывает давать команду дышать. Вот этим мы и занимаемся. Чтобы вы понимали, в отделении артериальной гипертензии 78% пациентов имеют нарушение дыхания во сне. С молодости начинается проблема. Поэтому в институтах в Германии опять же тоже учат студентов. А правда- не Как было, спать? не перебью, не было случая, что у человека как бы вот нарушалось дыхание, и оно прям нарушалось совсем-совсем, и оно терялось. Совсем. и Статистика летальный гласит, исход. 110 тысяч инсультов в год в стране у нас, 50 тысяч инфарктов в год в основном под утро. Статистика скорой помощи это знает, подтверждает, но никто не понимает почему. Спадает, он не дышит. В общей суммарной количестве 4-5 часов человек ночью не дышит. А Не правда ли дышит. то, что усталость тоже вызывает храп? Вот многие говорят, что вот если ты устаешь, ты постоянно храпишь. Синдром хронической усталости, синдром хронического недосыпания, и все рушится. А мне И к казалось- 30 годам пациенты, молодые ребята, приходят ко мне тяжелыми инвалидами, как 60-летние. Правда? С инфарктами, с инсультами, сахарным диабетом, с лишним А весом, у меня вопрос импотенция, по снам бесплодие. еще. Да. Какие-то сны мы забываем, какие-то запоминаем. Вещи сны, вот вся эта история, как, что вы можете об этом интересного рассказать? Когда хорошие положительные сны, не обязательно, что вы их можете запомнить, вы их все равно видите. Мозг все равно прокручивает, он проверяет все системы, он Что себя такое сон работает. вообще? Вот что это? Это перезагрузка. Это обязательный элемент. Нельзя за счет сна. У нас пациенты и миллионеры, и миллиардеры, и молодые, и маленькие, и врачи, и хирурги, и кардиохирурги. Все, кто за счет сна пытался что-то в жизни добиться. Нельзя экономить на сне. Треть жизни, казалось бы, треть жизни тратит на сон. Нет. Это природой продумано тысячелетиями. Мы должны восстанавливаться. Гормональный фон, статус, все превращается именно во сне. Перезагрузка происходит. Поэтому одно могу утверждать. Пока наука не увидит объективно, что такое сон, вот так возьмет, вытащит, посмотрит, и тогда можно что-то анализировать. Сегодня однозначно могу утверждать, кошмарные сны снятся у наших пациентов, у кого есть проблемы со здоровьем. С нарушением ритма, с лишним весом, с тем же храпом, Что с тем же угодно, да? постановкой. Что угодно. Кошмары. Особенно ныряю, не могу вынырнуть. Кто-то гонится, кто-то догоняет, стрельба, какие-то страшные события из детства. То есть что-то организм подсказывает, что-то не так. Извините, я просто хочу вернуться, мы сейчас еще продолжим обсуждать сны. Хочу вернуться на минутку назад, когда мы обсуждали сон в дневное время. Да, у нас просто вот есть тоже некоторая подборка вариантов, как можно спать днем, и мы бы хотели просто узнать, правильно ли делают эти люди, да, если когда они спят прям-таки на рабочем месте. Вот, быть может, таких интересных способов. Если не ошибаюсь, это Генеральная Ассамблея ООН или что-то такое, Совет Безопасности ООН. Можно ли так вот отрубиться, и что значит, что может означать вот такой Со своей сонливостью. неожиданный? Вот так вот и засыпает за рулем. Вот в этом вся и проблема. Командировки, перелеты, особенно далекие перелеты, американские, китайские, вынуждают момент адаптации. Необходимо восстанавливаться. По молодости еще день-два восстанавливаетесь. Но с каждым переездом, с возрастом, месяцами люди отходят от этих командировок. Поэтому долгожители, во-первых, спали с 10 до 6. Во-вторых, они Почему раз спали? Может, 5-7... они еще спят? Нет, они высыпались просто регулярно. И самое главное не то, что ты рано встал, главное, что ты стал в хорошем настроении. Вот о чем речь.
Они никогда не перетруждались, не работали, пахали, потели, вкалывали, но не перетруждались. Минус так процентов 20 не дорабатывали. А мы пытаемся работать на 200% на гора. Работали, Вот отсюда загнанность. Поэтому культура сна, благодаря вашей передаче, уже внедряется в нашу страну. Мы отстаем от Европы. Они живут на 20 лет теперь дольше. еще в Соединенные Штаты тоже вклинится эта культура. Давайте еще одну фотографию посмотрим. Вот. Нормальный ли это подобный сон, нормальный ли подобный сон на твердом предмете? Нас, собственно, Когда спать хочется, я думаю, спрашивает, все равно, где этот, спать. Охранник в общеобразовательной школе. Если человек хочет спать, он заснет в сапогах, на штыке, вот бывает так на вахте. И даже стоя. Спичный коробок, стоя, за рулем заспать, на собрании. Это плохо. Нельзя так перетруждаться, надо высыпаться полноценно. Либо же ставить стульчик под собой помягче. Еще фотография. Но на вахте Еще, лучше не еще один спать. пациент. Это правда. Вот. Вот посмотрите, да, Конкретно вот наш то, пациент. что вы говорили о сне стоя. 50% наших пациентов, конечно, крупные пациенты. Уже вызвано пополнение, рост веса только за счет нарушений сна. Этому бедняге, к сожалению, надо одевать масочку, лечить от храпа, от апноэ, и он может похудеть и выполнять Масочка дальше свою службу. Вы прям смотрите и масочка видите, не да, налезает, что судя он? по Я хлястику своих пациентов по от, телефону слышу. Да вы что? Нарушение речи, нарушение или перевозбуждение, или психопатии. Мы, как ни странно, в лаборатории сна занимаемся наоборот уходом от снотворных, уходом от транквилизаторов, уходом от спиртного. Литр водки на ночь человек выпивает для того, чтобы загрузиться. Он ходит в клубы, он общается. Ему страшно спать, потому что во сне у него есть проблемы. Вот отсюда происходит наше первое лечение. То есть вы за Культура то, сна. чтобы ничем препараты никакие не употребляли? Что же теперь Марго будет делать? В тяжелых Если органических привычный образ жизни. В органических случаях, да, разбираемся. Больные пациенты, тяжелые пациенты с органическими нарушениями, да, там нужно медикаментозное лечение, у кого болевые моменты, синдромы, посттравматический синдром, который у нас сейчас очень много после войны. Чтобы вы понимали, насколько серьезный вот для военных вопрос. На одного погибшего во Вьетнаме американцы получили один суицид дома, потому что был нарушен сон. 87% было нарушение. Бессонница, храп, апноэ и центральное апноэ на фоне спиртного, которое они злоупотребляют. Поэтому сну, особенно вернувшимся оттуда, особенно волонтерам, кто работает, нужно уделять внимание сну. И реабилитация всех военнослужащих сегодня, их семей и всех, кто помогает, и вообще-то, в принципе, всей стране, должна начинаться через нормализацию сна, через лабораторию сна. Круто. Скажите мне еще такой момент, возвращаясь к нашим снам, почему все-таки мы их не запоминаем, и я знаю, там есть какие-то предметы, что если ты сразу посмотришь в окно, после того, как ты проснулся, то ты не запомнишь свой сон. Знаете Или ли нужно вы рассказать, что-нибудь об этом? Если плохой сон, включить воду и рассказать его. Есть ли у вас какой-то вот в вашем институте отдел суеверий и вымыслов? Нет, есть много мифов о сне. Когда у меня был один пациент, доказывающий, что он 17 лет не спит, такой феномен у нас украинский. 17-летний 17 Вообще лет не не спит? Как он Есть- лечил? Как он спит? Он все видит, он все слышит, но бред, потому что 5-6 дней без сна человек погибает Ну да. полноценно. И мне его показывали в передачах, но я говорю, привезите меня в лабораторию, я определюсь, он действительно больной человек или это его действительно феноменальные способности. И, конечно, понимаю, что это не так. Дедушка нормально, полноценно выпивает грамм 150 самогонки на ночь, кусочек огурчика, сальца, ложится и засыпает. Он просто злостный храпун и апнойщик, у него остановки дыхания, он спит поверхностным сном. Он слышит всех, он слышит собаку, он спит. Он просто банальный храпун, которых у нас в стране большинство. Который 17 у него лет какой-то уже очень- выпивает Да, ну вот 150. если интересно было на телевидении приезжать, показывать, что я в такой феномен, не сплю, он спит. Ну То так есть он, большинство у него страны очень спит. чуткий сон, да? То есть Очень он чуткий все слышит, да, он да. типа все А запоминает. вот расскажите мне, пожалуйста, вы говорите, что очень важно погружаться в глубокий сон. Да. Но я читала много о том, что если ты спишь и, и видишь сон, то значит ты не глубоко погружен в него. Как раз вот важно погрузиться в первую фазу, именно с 10 до 12. Она одна такая, на цикл 2 часа, одна глубокая фаза. Именно вот здесь, в 4-й точке, и вырабатывается гормон мелатонин. И вот здесь вот происходит переход в поверхностный сон, идет сновидение. Это нормально. А люди, Это которые, говорит о том, что вы спите. Но если поверхностный тревожный сон, это уже не то. которые ходят во сне, знаете, разговаривают. встали, Лунатики, пошли лунатики, куда-то, О, что-то мы такого сделали. насмотрелись. Я 2 раза вставал. Вас не серьезно. Куда? И в я туалет? 2 раза Нет, когда-то. входной двери. Да. С квартиры я обратно ложился сам. А я лифт вызывала. Я приходил еще в детстве в спальню к родителям и залазил в кровать, и моя мама говорит, что ты делаешь? А я на полном серьезе говорю, я не в могу, глубоком там детстве? танки. В глубоком детстве? Да. А у меня это было Ну, то Психоэмоциональные есть моменты. всё- года всё 4 хорошо. назад.
ну то есть 20 лет. Снохождение. Я встал, поговорил сначала сам с Возможно, собой, да. пошел, вернулся. Снохождение. Снохождение, сноговорение. Более того, у меня пациенты падают с кровати, у меня ходят, бьются головой в стенку. Различных, на коленках А спят, с чем это связано? Чем ползают на коленках. Во-первых, психоэмоциональный момент днем. Поэтому сон зависит от того, как вы прожили день. Побольше творите добра, побольше улыбок, меньше злости, ненависти, пакости, убийств. Вот меньше, побольше. И тогда в сон вы уйдете спокойно, радостно и радостно проснетесь. То есть сон начинается с утра. Как вы проснулись, как вы улыбнулись, как вы поцеловали друг друга, как вы на работе с шефом, пошла ли нормальная работа. Философски относитесь к этому. Сон – это секретное оружие, это стратегическое оружие для нашей нации, особенно сейчас. Особенно у молодежи, которой депрессняк давит, страшный. Они ищут способы, где себя выразить. Посадите деревья сейчас, помогите картошку. Займитесь чем-нибудь хорошим. Чаще с родителями встречайтесь. Воскресные обеды возобновите, такой традиционный, нормальный момент. Воскресные обеды с родителями. Шашлыком, с вином. Днем поспите в этот воскресенье. Нельзя наспаться наперед, обращаю внимание. Все вы ждете субботу-воскресенье, чтобы выспаться. Ну да. Наперед выспаться невозможно. Лучше каждый день регулярно высыпаться. Не успели, отдельную комнату здесь прорубили и вот там легли и выспались. А у меня, кстати, каждое воскресенье воскресное утро. Утро с родителями. Ну, молодец. На самом деле, Всегда, это очень хорошая традиция, я сам это знаю. У меня, кстати, есть для вас маленькое предложение. У нас мы нашли какое-то, разработали устройство, да, которое считывает наши сны, записывает и визуализирует. Мы записали. Мы бы хотели, чтобы вы, да, сночит какой-то, не знаю. Мы бы хотели, чтобы вы как-то попытались растолковать, да, вот что мы испытывали на Медне, да, вот перед тем, как ложиться спать. Первый сон — это сон Марго. Давайте посмотрим. Хорошая идея, подсказка. Жить. Несмотря как бы то ни было, она должна достигнуть вот туда, до красной кофточки добежать. Ну, то есть это как, это проявление того, что она такая целеустремленная, не остановится ни перед чем. Нет, вот ей красную кофточку и все. Вот Но она вот добилась Она своего, розовую она хотела. судя Да, по всему. судя по характеру и по смеху веселому, вначале злой, а потом веселый смех. Круто, круто. Так, Давайте дальше. послушаем. Следующий Давайте опять посмотрим. мой? Нет, это уже не твой. Это сон Леши. Давайте посмотрим, что снилось ему вот в прошлом. Скрытые таланты приколиста и музыканта. Мне кажется, судя по исполненной композиции, что-то ему подсказывает, что ему надо пересмотреть свои взгляды на жизнь. Вы просто сейчас это правду сказали. И как-то исправиться, что ли. Вы еще экстрасенс, наверное. Экстрасон. Доктор Сон. Экстрасенс. Экстрасон. Ну и давайте мой. Посмотрим сон Антона. Мой посмотрим. Ваш, да? Да. Тут, кстати, есть... Давайте растолкуйте, пожалуйста, потому что здесь есть как бы несколько этапов. Немножко ненормально. Девушка, во-вторых, ее потом запылили почему-то, а в третий пункт полилась вода. Ну, я с детства помню, что тут что-то нечисто. Это все очень чисто, это очень естественно. Вы нормально растете, развиваетесь, у вас хороший гормональный фон, В у отличие вас от нас с нормальные, Марго. замечательные сны. Перешлите мне эти сны, пожалуйста. Я вам потом дам адрес сайта, где таких снов Вы будете вживлять их своим клиентам. навал. Собственно, спасибо. Да,
Очень много полезного вы сегодня рассказали. И действительно, сны – это очень важная часть нашей жизни. И молодежь, высыпающаяся, очень многого добьется. Мы, украинцы, мы переплюнем всех, только если мы еще научимся хорошо спать. Я уверен, так и будет. Спасибо вам большое. Очень интересно. Прям Спасибо Мы к вам в порадовали. гости зайдем. Приятно было Да. познакомиться. Зайдем, До свидания. поспим чуток. Приезжайте. До Спасибо, до свидания. свидания. До свидания.